Всем привет! Меня зовут Наталья Шелковская, и я сейчас вам покажу апартаменты, которые мы снимаем в Италии. Они очень интересны именно своей планировкой. У меня есть отдельное видео про планировку, даже два, это две серии, где вы сможете самостоятельно для себя сделать планировку своей квартиры. А это видео направлено скорее на то, чтобы вы вдохновились, посмотрели, какие здесь могут быть интересные квартиры и апартаменты. Вот эти апартаменты мы снимаем, они достаточно интересны. Самая главная фишка находится сзади камеры, я ее покажу в конце видео. А сейчас я покажу вам приватную зону этой квартиры. Это так называемый master's bedroom, спальня хозяев. Возьмите себе на заметку, если вы хотите купить квартиру или апартаменты, и потом эти апартаменты сдавать в аренду, перепродать или как-то еще использовать это имущество и рассматривать его как инвестицию, делать там нужно примерно такой ремонт. Должны быть просто белые стены, нейтральная мебель, здесь ничего не должно быть каким-то дизайнерским и претенциозным. Вы должны просто создать комфортное пространство для жизни, где человек сможет самореализовываться как-то с помощью декора, цветных картин или чего-то еще. В данном случае это очень удачный вариант. Эти апартаменты были просто забиты битком, и очень сложно было прорваться и найти свободное местечко, чтобы здесь пожить. Чтобы вы ориентировались, сейчас вы находитесь в спальне и выходите из нее, смотрите в коридор. Что касается планировки, с которой я начала видео, почему здесь она необычна и интересна. Профессиональный дизайнер или архитектор никогда, или практически никогда не предложит вам вариант планировки с углами под 45 градусов. Чаще всего такие решения не оправдывают себя, на это есть множество причин, поэтому профессионалы очень редко предлагают такие решения. Но здесь это смотрится достаточно уместно и органично, что только подтверждает правило, что вот существуют такие очень хорошие исключения. Поэтому теперь давайте пройдем в санузел, там тоже есть угол под 45 градусов. Красивый, аккуратный санузлик. Здесь углы под 45 никому не мешают и даже делают это пространство более интересным и необычным. Хочется его изучать. Здесь аж два окна, куча света, это очень приятно. Здесь еще за камерой находятся два агрегата, унитаз и биде. И, кстати, возьмите на заметку, если вы хотите, если у вас достаточно пространства, лучше поставить туда отдельный унитаз и отдельное биде. Так они будут лучше исполнять свою функцию. Есть варианты, о которых, кстати, немногие знают. Это совмещенный унитаз и биде, но тогда там функция биде может быть немножко спорной. Поэтому, если вы выбираете для себя такой совмещенный вариант, отследите вот этот момент. Выходя из санузла, мы вновь оказываемся в этом диагональном коридорчике, который, кстати, наполнен большим количеством шкафчиков и ниш. И оказываемся в прихожей. Здесь очень хорошая высота потолков, примерно 3,30 и высокие двери. Вот возьмите себе на заметку этот прием. Если вы хотите визуально поднять потолки или подчеркнуть их высоту, вам нужны высокие двери практически под потолок. Они могут быть сплошные или с фрамугой, как вот здесь. За этими дверьми у нас помещение изюминка, мы его оставим в конце напоследок. А сейчас пройдем на кухню. Пространство поделено на две зоны. Здесь зона столовой отдельно и отдельно рабочая зона кухни, где есть все необходимые приборы и мечта многих российских домохозяек – это раковина перед окном. Кстати, мало кто знает, что эта мечта пришла к нам именно с западных, европейских и американских интерьеров. Можно сказать, она нам практически навязана кинофильмами, и поэтому мы, насмотревшись на эту всю красоту, начали мечтать об этом тоже. В общем, это такое не то, что мы сами придумали, а то, что мы где-то подсмотрели и хотим тоже себе присвоить. Кстати, в итальянских апартаментах очень часто встречается разделение мусора на бумагу, стекло и пластик. В этом помещении 3 окна, и все из них закрываются вот такими вот рольставнями. Но на самом деле это делать не обязательно, потому что за окном прекрасный вид.
Несмотря на то, что здесь простой интерьер и нет никаких гениальных эстетических решений, ключевую роль играет контекст этих апартаментов. Гладь озера, перспектива на город и горы действуют поистине умиротворяюще, и интерьер не отвлекает от главного. Надеюсь, у меня получится передать вам это настроение и мои чувства, которые я тут испытываю. А теперь изюминка этих апартаментов. Два больших окна, балкончик и очень красивый вид на озеро, горы и древний городок Кома. Это одна из главных причин, почему я забронировала эти апартаменты. И обратите внимание, какая простая здесь обстановка, здесь очень простой интерьер. И в данном случае это правильное решение, потому что вся доминанта уходит на перспективу и на этот красивый вид. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, если хотите видеть больше подобных роликов с обзорами апартаментов, квартир, гостиниц и другой недвижимости по всему миру. Всем спасибо большое за просмотр и до новых встреч. Пока-пока!